Вы на канале «Это вкусно». Сегодня приготовим любимые многими пирожные шус с кракелином. Шарики из заварного теста с хрустящей красивой корочкой и творожным кремом. А для яркого вкуса я добавлю клубнику. Начну я сегодня с кракелина. Это хрустящий слой из песочного теста, который обволакивает пирожное. Для него мне понадобится 100 грамм муки, 100 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла и краситель. В чашу комбайна всыпаю муку, сахар и добавляю порезанное кубиками холодное сливочное масло. Так как кракелин у меня будет красного цвета, я добавлю несколько капель красного красителя. Включаю комбайн и измельчаю все в крошку. Если нет комбайна, то можно все перетереть в крошку руками, только наденьте обязательно перчатки, если будете добавлять краситель. Как только масса соединилась, готово. Беру лист пергамента, перекладываю на него тесто, накрываю вторым листом и раскатываю пласт толщиной не более 2 мм. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Тесто для кракелина готово, убираю его в морозилку. Теперь готовим заварное тесто. Для него я возьму 125 мл воды, 125 мл молока, 100 г сливочного масла, 160 г муки, 5 г сахара, 4-5 штук яиц и щепотку соли. Смешиваю воду с молоком, всыпаю соль и сахар. Добавляю нарезанное кусочками сливочное масло. Довожу смесь до кипения. Всыпаю сразу всю муку и интенсивно размешиваю. Лучше это делать деревянной лопаточкой. Тесто очень быстро собирается в комок. Можно на время снять сотейник с плиты, чтобы удобнее было замешивать. После этого возвращаю его на плиту и, постоянно помешивая, высушиваю его, пока на дне сотейника не появится вот такая бархатистая корочка. На это уйдет примерно 2-3 минуты. Перекладываю тесто в чашу миксера и на средних оборотах при помощи насадки весло буду перемешивать тесто, чтобы оно немного остыло. Примерно 3 минуты. Если вы не используете миксер, то перемешивайте тесто деревянной лопаточкой. Теперь по одному ввожу яйца. Вбиваю одно яйцо и перемешиваю, пока оно полностью не соединится с тестом. Затем второе. Таким образом вбиваю 4 яйца и хорошо вымешиваю. После этого смотрю на консистенцию теста и если нужно, то 5-е яйцо размешиваю и ввожу в тесто частями. Может понадобиться не целое яйцо. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно свисало с лопатки треугольником, при этом не стекало быстро и не отваливалось крупными кусками. По своему тесту я вижу, что оно еще густоватое. Размешиваю 5-е яйцо и вливаю примерно половину. Вымешиваю. И добавляю остальное. Количество яиц зависит от размера самих яиц и от того, сколько жидкости выпарилось при заваривании теста. Продолжу еще немного взбивать. Оно должно стать гладким, глянцевым и эластичным. Все, тесто готово. Перекладываю в кондитерский мешок и убираю его в холодильник примерно на час. Духовку разогреваю до 180 градусов Цельсия и подготовлю противень. Чтобы все пирожные получились одинакового размера, я беру кондитерскую насадку. Ее диаметр у основания 3 см. Окунаю ее в муку и стучу по коврику. Остается след, на который я и буду отсаживать пироженки. Не забывайте оставлять достаточно места между пирожными, потому что они сильно увеличиваются в объеме. Готово. Теперь достаю из морозилки песочное тесто. Так как тесто быстро нагревается, я достаю его прямо со стеклянной полкой.
Вырубкой большего диаметра, чем мои пирожные, вырезаю кружки и аккуратно выкладываю их сверху. Ставлю в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку, верхний и нижний нагрев. Из практически плоской заготовки надуваются такие шарики. Через 15 минут после начала выпекания уменьшаю температуру духовки до 150 градусов Цельсия и пеку еще минут 15-20. Следите, чтобы цвет оставался ярко-красным. Первая партия готова. Осторожно достаю из духовки и перекладываю на решетку для остывания. Всего из этого количества получается 50-60 маленьких пирожных шу. Пока они остывают, я приготовлю творожный крем. Для него мне понадобится 300 грамм творога, 200 грамм сливочного масла, 50 грамм сгущенки и 50 грамм сахарной пудры. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, но не сильно мягкое. Взбиваю его до однородности. Затем всыпаю просеянную сахарную пудру и взбиваю, пока масса не посветлеет и не станет гладкой и пышной. В другой миске творог пробиваю погружным блендером, чтобы он стал однородным. Его также можно перетереть через сито. Творог должен быть примерно такой же температуры, как и сливочное масло, тогда крем получится однородным. Добавляю сгущенку и хорошо все взобью. Теперь частями добавляю творог в сливочное масло и перемешиваю. Можно это сделать при помощи лопатки. А можно миксером, только не взбивайте, а просто перемешайте. Вот такой получился крем. Перекладываю его в кондитерский мешок. Пирожные уже остыли, и я хочу разрезать одно, чтобы посмотреть, как они пропеклись. Пустая серединка, как и положено эклеру. Можно начинять. Я помыла клубнику и удалила хвостики. Срезаю с пирожного крышечку. Выдавливаю крем. И в середину вставляю клубничку. Еще немного крема и накрываю крышечкой. Вот такая красота получилась. И поверьте, это также вкусно. Конечно, ягоды можно брать любые сезонные, а пирожные делать разных цветов. В общем, экспериментируйте. Мои любимые рецепты десертов смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравились сегодняшние рецепты? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».